Сегодня паттерны. Тема видео паттерны, потому что если вы хотите стать успешным трейдером, вам надо знать, что делают другие трейдеры, тоже успешные. И другие трейдеры успешные, то есть что их объединяет, они очень хорошо знают поведение цены. Они знают, как ведут или могут повести себя другие участники рынка, основываясь на определенных моделях закономерностях движения цены, потому что это объективная информация. Да? Цена – это правда. Поэтому сегодня я покажу свою ценовую модель. Их много разных, но одну из, которая сейчас есть по золоту, и покажу свои возможные сценарии вокруг этого. Итак, это золото, дневной график. И я хочу напомнить, что мы используем паттерны в двух вариациях. Это первая вариация, это когда мы берем паттерн, скажем, на старшем графике. Например, тот же самый паттерн на старшем графике. Сейчас я расскажу, что за паттерн. На старшем графике, чтобы определить контекст. Да, контекст. То есть, куда рынок, в принципе, может пойти. Да, например, на дневном графике увидеть свечной паттерн, и он будет указывать на то, что, например, сегодня или в течение дня сессии рынок может пойти вверх или вниз. И второе назначение, то есть это аналитическая сторона, а второе назначение это на рабочем графике как точка входа. Потому что у вас один и тот же паттерн может быть и на минутке, и на дейли. Да? Мы сегодня вот этот момент посмотрим на старшем графике, который поможет понять, куда может пойти рынок. Вот сейчас по золоту мы наблюдаем следующую картину. Вчерашний день, вот он закрылся определенной формой. Да? Эта форма называется шпага. Шпага – это когда у нас, я уже делал для вас видео по шпаге, но еще раз разберем. Шпага, если она на бай, то верхняя тень, она составляет большую часть длины свечи. То есть вот представьте себе шпагу. Вот сразу у вас будет ассоциация вот с такой фигурой. Ну, можем сделать ее чуть поменьше, неважно. Да, вот она шпага. Этот хвост верхний, он может быть длиннее, но он в идеале должен быть на нижней половине. То есть занимать сверху, если мы берем процентов 60. Если больше, даже лучше. И направлен вверх, если мы покупаем. А нижняя южная тень, она не должна быть большой, естественно, не должна превышать верхнюю тень. Да? Вот очень близкий пример шпаги. И обычно после такой свечи следующая свеча бычья. И нередко свеча бычья, она вот такого плана. Откуда я это знаю? Наблюдение. И всегда ли это происходит? Но нет. Примерно, наверное, 60% случаев. Но нам достаточно, на самом деле, 30% случаев в трейдинге, чтобы делать деньги. Потому что 30% или даже меньше ваших решений будут составлять общий объем результата. Остальные решения, они будут нейтральные, либо никакого результата не принесут. Так вот, я знаю, что рынок с вероятностью может улететь вверх, да, после этого паттерна, но проблема в том, что впереди у меня тоже есть уровни. И у меня есть круглое значение в районе 1900 за тройскую унцию. Давайте сюда поставим горизонтальную линию. И в такой ситуации мы можем поступить двумя способами. Первый способ – перейти на младший таймфрейм, ну, скажем, на минутный график. И найти точку входа на бай. Где? Ну, например, если цена уйдет выше максимума вчерашнего дня. То есть, если быки сильны, ориентируясь на эту дневную свечу, вчерашнюю, да, и зная, что есть вероятность, что сегодня будет вверх, мы хотим на нашем младшем графике увидеть, скажем так, силу быков, да, силу покупателей. И какие это могут быть сигналы? Это могут быть сигналы структурные, то есть уровни. Например, если мы сильны, мы должны уйти выше максимума вчерашнего дня. И если мы уходим выше максимума, мне открывается диапазон вот сюда. Это совсем немного в пунктах, ну, наверное, 10, это $10, да, 1890 и 1900, да, $10 диапазон. Таким образом, внутри дня я могу сыграть при сигналах здесь на buy,
с целью здесь, или не продавать, не покупать здесь, и если рынок сюда придет, только здесь продавать. Почему? Потому что слева, еще раз напоминаю, очень существенный уровень поддержки, пробитый. Посмотрите, как его пробили, сопротивление. Угу. Понимаете, да? То есть, как мы из элементарной ситуации, абсолютно неопределенно, вот я смотрю, ну что здесь, ничего же не понятно. Мы сразу имеем какие-то грани, какие-то у нас появились очертания, да, скажем так, нашей возможной сделки, потому что, когда мы смотрим на паттерн, это уже дает нам некую форму, некий контекст. То есть, если мы этот паттерн знаем, или мы его тестировали, или мы его торгуем регулярно, да, появляются определенные формы. И весь лишний шум, он отсеивается, и вы сосредотачиваетесь на определенных сценариях. Пробили максимум, купили с целью здесь, но здесь очень узкий потенциал, и я это должен иметь в виду. И когда я буду покупать, например, на минутке, если, да, этот трейд состоится, то получается, что мои тейки не должны быть слишком большие. Определенно, эта зона не гарант, да, что рынок здесь остановится. Если вдруг он взбесится, он может улететь гораздо выше. Да, например, уже вот сюда или даже сюда. Но тем не менее, вот эта свеча обычно говорит о том, что рынок хочет пойти вверх. Не всегда сразу, иногда в начале сессии мы видим или в начале дня движение вниз, такое, да, разводняк своего рода, а потом цена идет вверх. Я могу это легко исследовать на графике, посмотреть эти закономерности поведения цены и принять соответствующее решение. Понятно, да? То есть используйте паттерны Price Action, чтобы более точно входить в рынок. А если вы хотите торговать со мной в закрытом чате, на онлайн-торговле, использовать весь мой накопленный за годы опыт и рабочие системы, сигналы, ссылка на предложение под этим видео, потому что завтра оно закрывается. Все, всего доброго, до связи.